Друзья, к нам приехал вот мопед один интересный, и я хотел про него вам немножко рассказать. Смотрите, мопед только из Японии, 2006 год выпуска. Обычная серая 650-ка, LX, все в ней есть. Нет только подогрева ручек, но это мелочи жизни. Только купленная. Человек предоплатил ее еще в пути из Японии. Мы вот ее без подъемника тут разобрали, потому что подъемники у нас заняты двумя мопедами, там вопросы согласования. Мопедка у нас должна в выходные уехать, ее надо быстро сделать. Вот, человек издалека ее купил, и он еще этот мотоцикл не видел даже сам вживую. Его привезли нам из компании, которая его привезла. Вроде как он не аукционный, но точно не уверен. Собственно, что могу про него интересного рассказать? Мопед имеет пробег. Блин, что-то я не знаю, где от него ключи. Вот у нас пробег. 15 778 километров. Работает мопед прекрасно, все с ним замечательно. Разобрали пластик для диагностики пластиковых шестерен. Пластик уже разбирался. Нашли вот такой вот колхоз в виде проводов. Судя по всему, когда-то на нем стояла музыка, от которой никаких следов уже не осталось. Скорее всего, мы это уберем. Что мы видим по мопеду? Вот, кстати, про болячки 650-ки. У них вот эти вот хомуты между дросселями и головкой откручиваются сами по себе от вибрации. Ни на что это обычно не влияет, но неплохо бы закрутить. Вот. Здесь достаточно неплохие еще сайлентблоки. То есть у них, да, смещен немножко центр, но центр, я вам скажу, немножко смещен и на новых сайлентблоках. То есть вопрос, насколько это критично. Потому что за счет веса двигателя они все-таки мягкие. Они никогда не бывают идеально по центру. Но когда мы шатаем мопед за руль, серьезных смещений мы не наблюдаем. Это самый главный показатель. Самое главное, что здесь есть, это то, что вот эти вот гайки никто никогда не крутил. А это значит, что никто не снимал ни вариатор, ни двигатель. Это уже кое о чем говорит. Обычно вот эту гайку видно, когда снимаешь капот. Это довольно-таки просто распознать. И это один из признаков первых, по которым можно судить хоть как-то о пробеге. Ну, конечно, тут есть какая-то ржавчинка на раме. Это все не критично, учитывая его возраст. Но вы посмотрите сюда. Во-первых, у нас здесь разрушился фильтр вариатора. Но это не проблема. Мы его заменим. Они у нас в наличии есть. Далее. У нас здесь пластиковые шестерни. Состояние у них, ну, как бы вам сказать. Ну, я бы сказал, они как новые. Ну, если в процентах смотреть, до 10% износа. Стопорный болт в достаточно хорошем состоянии. Небольшая забоинка на нем есть, но совершенно ничего страшного. Я бы еще покатался на нем 1010. Глушитель не ржавый. В принципе, все соответствует пробегу. Вот все, что я вижу по состоянию, все соответствует пробегу мопеда, который, ну, стоял, но особо не ездил. Колодки у нас спереди хорошие, диски тормозные вообще как новые. Радиатор, все красиво, брызговичок на крыло заднее, на переднее ему надо поставить, это само собой. То есть к вариатору нареканий у нас нет. Все довольно красивенько. У него даже хороший задний тормозной диск. Я на нем практически не чувствую выработки. Он будет 100% в допусках. И задние колодки у него хорошие. И я совершенно не удивлюсь, если они заводские. То есть, в принципе, хороший, нормальный мопед. Масло в двигателе в нем 100% уже поменяли. Вон там все какое чистенькое, прям в окошке. Вот, остальные масла не знаю, мы будем это выяснять.
Сделаем ему быстренько нормальное ТО. И, в принципе, поедет он счастливый и довольный. Человек из Казани, насколько я помню. Что еще характерно и надо проверять у мопедов, которые пришли из Японии и долго стояли, это вот эти вот патрубки от воздушного фильтра к дросселям. Иногда у них почему-то один все время трескается. Вот. В данном случае мы видим, что у мопеда даже воздушный фильтр стоит оригинал, и он в достаточно хорошем состоянии, он не забитый, чистенький. То есть мы его там поставили обратно, как сняли, так и поставили. Есть вот тут какие-то элементы колхоза, что-то подключали к фарам, но глобально техничка у него вся живая. И это очень радует. Осмотрим еще внимательно пыльнички вилки, но думаю, что возможно трогать ничего не будем. Вот эти вот резинки на направляющих суппортов надо заменить. Они увеличенные. Тут кто-то что-то мазал неродными смазками. Кстати, интересно, что только на левом суппорте, а на правом нет такой проблемы. Может быть, он подзакис, этот суппорт, и сюда лазили. Потому что я даже не думаю, что тут была необходимость колодки менять. Да, скорее всего, закисла направляйка и сюда лазили. Возможно, даже уже в России. Просто, ну, вот это вот смазка по незнанию. Я не знаю, будет ли видно на камере разницу размеров резинок. Насколько они огромные здесь. И насколько они маленькие вот с этой стороны. Но вживую это видно очень хорошо невооруженным глазом. Вот такой вот, собственно, мопед. И всегда можно найти и купить живую технику. Самое смешное, вы знаете, во сколько он человеку обошелся? 350 тысяч рублей примерно. Учитывая, что рынок на них сейчас, в общем-то, примерно такой и есть. Но мопед этот явно лучше большей части того, что сейчас можно купить на рынке. Поэтому надо просто искать долго, упорно и, самое главное, никуда не спешить с покупкой. Собственно, и все, что я хотел вам показать. Желаю вам отличного вечера, а я продолжу снимать блог. Наверное, это видео в отдельное выложу.